Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Я создала карту желаний в определенный день астрологически. Все со всеми там этими, поставила свою фотографию, вокруг наклеила дом, какой я хочу, что хочу заниматься йогой. То есть у меня уже душа просила, хотя я об этом ничего не знала, что я хочу йогой заниматься. А есть такое, что с каждой жизнью человек растет и на уровень поднимается? Да, конечно. Мы по спирали развиваемся. И где конечность какая? Или бесконечность? Бесконечность. Природа Бога — это бесконечность. То есть ты постигаешь природу Бога, бесконечную природу Бога. Как ее можно умом понять? Никак. Там только почувствовать. А про целительство? Какое целительство ты делала? Сатнам Расаян. Это древнее целительство, ему больше 5000 лет, индийское. По цепи золотых учителей передается, по золотой цепи учителей. У меня даже есть духовное имя Кальян Сима Каур. Это божественная принцесса львица, которая занимается тем, служит людям и постигает бесконечную природу Бога. Здесь не может быть, как в России. А многие тащат Россию сюда, и все злятся внутри, очень сильно напряжены из-за того, что им кажется, что должно быть как у нас. Вот как у нас здесь не будет никогда. У тебя как был оргазм, экстаз? А у меня сразу же экстаз был. То есть я вот так сижу и не могу успокоиться. Ко мне уже подходит там его помощница, говорит: Ир, с тобой все нормально? Я говорю: слушай, со мной нормально, но я не могу. У меня тело реагирует, и, я вообще не понимаю, почему люди так страдают, когда Бог вообще нас, вообще создание, мне показали вообще самые, вообще вот фракталы до мельчайших. То есть все создавалось из экстаза, из любви огромной, ее даже невозможно объяснить. Где я через вот эту тишину ума, через вот это состояние медитативное растворяю этот конфликт внутренний. То есть там, я не знаю, как это невозможно объяснить умом, это надо чувствовать. Вижу здесь только плюсы, а другой человек видит только минусы. И мне скажет: а что ты рассказываешь? Тут-то убийство, тут-то мафия, тут-то нарко. А я не вижу этого. У меня в моей жизни, в моей реальности этого нет. То есть в душе разрешено секс или нет? Конечно. Ты что? Это же самая крутая энергия вообще, любовь. Ты что? Конечно, дети рождаются. Это самая чистая энергия. Ну, некоторые секс используют некоторые с разными... А некоторые наркотики используют тоже. А иногда это может быть церемонией. И я же была после этой церемонии, после Реймана, я приехала после этого, и я чувствую, что это мой муж. Представляешь? Моя голова говорит: ты что, вообще с ума сошла? Какой муж у тебя в России там? Муж вообще-то, у тебя вообще там все хорошо, ты на Порше ездишь, у тебя там вообще жизнь вся устроена, знаешь, вообще все охренительно просто. Самый быстрый способ на сегодняшний день легализоваться в Мексике — это какие? Рождение ребенка, выйти замуж за мексиканца, открыть здесь компанию с уставным капиталом от $100 000, купить здесь недвижимость. От какой суммы? От $250 000. И исцеляешь, и добиваешься того, что ты исцеляешь 7 поколений назад и 7 поколений вперед. Исцеляешь тем, что ты медитируешь. Священные писания Бога, то есть священные имена Бога ты говоришь. То есть, на санскрите это очень древний язык, называется гуру-мукхи. В мексиканской культуре не заложено говорить «нет». Это не культурно, неправильно. Это у них в культурном коде заложено. Это стыдно. Ты сам выбираешь свое тело или оно тебе дается? Тело, у тебя идет точка сборки, когда душа идет на воплощение, там идет точка сборки и смотрится там сборная в какую семью идет, какие задачи надо решить, и тогда тебя направляют в самое лучшее, для решения всех твоих задач, самое лучшее к родителям, потому что от родителей же идет 50-50 из 2 родов. Тянет в Россию? Ты знаешь, я всегда говорю, что сердце мое в России, но душа моя здесь сейчас со мной. Я очень люблю свою родину. Всем привет! Это Мексика, и мы встретились с Ириной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали!
очень духовный человек. Представляешь, ты как проповедник. У тебя с прошлой жизни есть эта энергия, глубоко духовное число. Ты уже пришел с этой Что энергией. я учитель какой-то? Нет, что у тебя есть уже связь с Создателем, то есть тебя как будто ведут. Ну, знаешь, как Sims эта игра, то есть у тебя уже подключено все, ты... Окей, а как мне коннектить, общаться? Потому что, ну, ты говоришь, по цифрам я подключен, но в реале-то я не общаюсь. Ну, почему? Ты можешь же медитировать. Ты же можешь в тишине сесть, потому что Бог, Он же во всем, Он же не только там должен прийти какой-то дух к тебе, или как ты это себе представляешь, как Он с тобой должен общаться? Нет, Он же может тебе прийти через других людей, через животных, через растения. То есть, ну, вот смотри, я сейчас говорю, я вся в мурашках, это правда, потому что Он везде, во всем. Вот даже просто через другого человека. Ну, я не говорю, что я там, но я тебе вообще говорю, да? То есть ты можешь где угодно. Это же не только, что кто-то там, ангел кто-то прилетит или там... Нет, если ты медитируешь, и бывает Да. там люди, кто-то что-то просит, кто-то хочет увидеть что-то и так далее. Зачем? Вот просто цель какая? Это свое эго потешить, а у тебя почти цели такой нет. Ты просто вот в коннект, потому что все мироздание есть, ну, Бог это все создал, это везде часть Бога, везде, в деревьях, да во всем. Ну, то есть это и есть Бог везде вокруг тебя и внутри тебя, все везде части Бога. Вот это мельчайшее, если ты китайскую учил, индийская вот эта мифология, везде все, везде есть микрочастицы, чи частицы, да? Квантовая физика, все это из микро. То есть Бог вот нам везде, во всем, в каждой клетке, везде. То есть тебе просто нужно это, когда ты это сознание свое расширяешь и видишь из метапозиции, что вот он везде. Какой мне, зачем мне какой-то там специальный знак? Этих знаков и так много. Через людей приходят, через сны, там, через какие-то послания. То есть вот эти вещества, то есть я, смотри как, я почему целителем пошла в целительство? После того, как я обучилась на психотерапевта, я поняла, что ну, нельзя все только через голову объяснить. Да, мне психология дала структуру понимания вообще человеческой личности, как состоит человек, из каких, ну там, ты понял, да, структуру, базу мне дала. А потом я поняла, что ну, этим всем не заканчивается, у нас же есть еще душа, и это намного глубже, есть еще прошлой жизни, ля-ля-ля, и это очень глубоко, да. И поэтому я приехала в Мексику учиться у шамана в горах, я прилетала каждый год на 7 дней обучаться там, в Мексике. И там я вот впервые испытала вот это экстатическое состояние, когда после медитации, я опять сейчас говорю, у меня тело помнит это все, короче говоря, что ты просто в экстазе, короче, ты в оргазме, ты просто чувствуешь, что Бог как раз-таки Вселенную создавал через этот экстаз. Все вокруг, везде это экстаз, любовь. Бог один или Бог есть в каждом? В каждом, но Он один, на мельчайший. То есть, знаешь, как, что вверху, то и внизу. Вот как космос, по созданию, вот как космос, то так и внизу у нас. То есть все везде повторение, фракталы, все это одно и то же. Просто бесконечное повторение. А есть такое, что с каждой жизнью человек растет и на уровень поднимается? Да, конечно. Мы по спирали развиваемся. И где конечность какая? Или Ну, бесконечность? Бесконечность. Природа Бога — это бесконечность. То есть ты постигаешь природу Бога, бесконечную природу Бога. Как ее можно умом понять? Никак. Там только почувствовать. Умом разве можно это понять? Объяснить словами. Как ты можешь это объяснить? Нет, это только через веру можно. Через веру и через вот это внутреннее состояние. Вот этого любви, экстаза. Вот у меня так пришло. И потом я, знаешь, живу в Мексике, здесь все увлекаются айваской, там пьют, и грибы, вот эта вся тема, там трава, ну, короче, вот эти все вещества, все. И я к этому очень предвзято относилась, потому что у меня отец наркоман, кололся, да, и у меня все, ну, как бы к этому было такое отношение всегда чуть-чуть подсознательно, ну, такое, знаешь, как опасность, что это всегда ты идешь по тонкой грани, потому что это должно быть как лекарство, а не как каждый день. То есть ты можешь это использовать с шаманом в церемонии, эту медицину, с очень крутым каким-то шаманом, проводником. Ты ее можешь использовать, она и поэтому называется медицина. Это не для каждый день ее, да? То есть, потому что тело привыкает, и это уже становится у тебя в минус идет, а не в плюс. И я к этому относилась как бы скептически. Но потом я недавно встретила шамана из Москвы, и он здесь уже очень много лет живет, и он обучался в Перу, это взрослый мужчина. И я увидела, что он в материальном мире очень проявлен. То есть у него есть... Он, знаешь, не такой, который отлетевший, а у него вообще в жизни есть квартира, машина, Мерседес. То есть у него вообще все хорошо, семья, 2 детей. То есть он и в материальном мире, и в духовном одинаково реализован. То есть у него это неразрывно. Знаешь, как обычно
там у людей они отлетают, либо совсем отрицают духовную часть и живут только материей, либо уходят в духовное и вообще забывают про материю, что типа это не важно. На самом деле важно все. И то одинаково. Просто иногда мы вперекос идем, либо туда, либо туда. Ну, ты понимаешь, про что я говорю? Нет, я понимаю, про что. Но вопрос про то же, что ты вот сейчас про шамана, Да. который из Москвы. Да. Он в какой момент именно выровнял вот это, да, 50 на После 50? 45 лет. Потому что явно до этого не шло так. Нет. Он сначала стяжал вот эти материальные все блага, а потом понял, что в этом нет, ну, как сказать, в этом нет души, ну, в этом нет глубины. Она есть, но без духовного, то есть он, его зазвала душа, он съездил в Перу, и все. Потом оставил все свои дела, но все равно у него благосостояние, оно, как бы он вложил деньги правильно, то есть у него все равно деньги идут, как бы, но он занимается теперь тем, что он помогает людям. И я вот была на одной у него церемонии с айваской, но я не пила айваску, я грибы, пиоты. То есть там была прям реально шаманская церемония, это было очень круто. И у меня было 5 часов, опять оргазма и экстаза. То есть там у людей рвало, им плохо, там какие-то, знаешь, как будто демоны, дьяволы с них. Ну, там очень чистки. А у тебя как был оргазм, экстаз? А у меня сразу же экстаз был. То есть я вот так сижу и не могу успокоиться. Ко мне уже подходит там его помощница, говорит: Ир, с тобой все нормально? Я говорю: слушай, со мной нормально, но я не могу. У меня тело реагирует, и, короче, я вообще не понимаю, почему люди так страдают, когда Бог вообще нас, ну, вообще создание, мне показали вообще самые, ну, вообще вот фракталы до мельчайших. То есть все создавалось из экстаза, из любви огромной, ее даже невозможно объяснить. И мы все по подобию этого созданы через любовь дарить, принимать, то есть кайфовать здесь, через удовольствие. Ну, не значит, что через удовольствие, там, не знаю, ну, как тебе сказать. Ну, секс тоже удовольствие, что это Да. же... Но я не это про та секс. дорога или не та? Нет, это та дорога, но когда ты тоже это делаешь со своим духом, с душой вместе, а не просто из тела, из похоти, а когда ты делаешь это с душой вместе, когда с чувствами. То есть у тебя соединены 3 аспекта: ум, душа и тело. 3 аспекта всегда. То есть душе разрешено секс или нет? Конечно. Ты что? Это же самая крутая энергия вообще, любовь. Ты что? Конечно, дети рождаются. Это самая чистая энергия. Ну, некоторые секс используют А некоторые с разными... Ну да. А некоторые наркотики используют тоже. А иногда это может быть церемонией. Я же тебе говорю. Нет, но опять-таки, смотри, про церемонию ты сказал, но тот же шаман, Ты который... же секс тоже можешь сделать как церемонию, красиво. Ты можешь относиться к женщине, она к тебе. То есть это как вот тантра настоящая. Нет, если ты это в образ себе визуализировал в голове, это одно, но это есть определенные правила. Если ты говоришь про матрицу, Да. есть определенные правила матрицы. Да. Если ты нарушаешь, то оно идет... Я согласна с тобой. не во Нарушать благо. нельзя по правила матрицы, но многие нарушают и живут прекрасно. Если ты посмотришь, многие миллионеры, у них куча денег, все у них охренительно, извини за выражение, но они творят черные вещи, очень Подожди, плохие. но это в этой жизни. В этой жизни. В следующей жизни этого не будет. Хорошо. То есть Но я вообще они, тебе говорю. они сейчас используют все до конца, до мелочи, Да. до копейки, шикуют, кайфуют до того момента, пока их жизнь здесь сегодня не закончится. Да. В следующей жизни дорога либо туда, Да. либо обнуление. Но главная задача-то наша — жить сегодняшним моментом, сейчас. И думать, и быть в присутствии сейчас. Главная задача же здесь быть, прям в моменте. Окей. Но Да? ты же, когда ставишь цель, вот ты сейчас говоришь, нужно жить с Да. целью, то ты Но можешь... это тебе нужно жить, у тебя такая задача. У тебя такая задача, мы же все разные, мы все приходим с разных каналов, с разных планет, систем, все люди. Да, есть прям земные души, а есть у тебя инопланетная душа. И у тебя задача не бесцельно по планете телепаться, а у тебя должна быть цель конкретная, куда ты идешь. У тебя должна быть структура какая-то в жизни выстроенная. Прям структура и бизнеса, и структура твоего передвижений. Все четко должно быть. То есть мне в этой жизни нужно все выстроить. Да, у тебя важна очень структура. Тогда тебя не уведет ни в какие левые вообще вещи, ни в какие. Но опять-таки про учителя ты сказала. Да. Учители, если появляются, они должны быть и оказывать помощь безвозмездно, без денег же. Нет, все Нет? зависит от того. Деньги — это же неплохо, это просто человечество придумало деньги как способ обмена энергией. То есть ты обмениваешь, так проще, у нас так принято в обществе, то есть да, это тоже одна из систем матрицы. Ну, мы же матрица же, одна из систем обмена денежными средствами. То есть ты договариваешься с шаманом на берегу, как вы будете обмениваться энергией. Нет, если шаман согласен за деньги, окей, если без денег, окей. То есть ты с ним договариваешься, все от человека зависит. А нет такого, если человек этим отдален, но не все этим отдалены, Не да? все, да. То, соответственно, он должен, наоборот, помогать это и без денег. А на что ему в материальном мире жить тогда?
Видишь, это такая палка о двух концах, потому что шаманы современные, они же не живут в лесу и не охотятся, и не питаются, за оленями не бегают. То есть у нас же цивилизация сейчас другой век, другой мир, да? И поэтому надо смотреть не... Понятно, что древние там писания говорили о том, что нет, нельзя, чтобы шаманы там деньги с человека одаренный не берут. Но чем он тогда ему семью кормить? Ну, ты же сама сказала матрицу. То есть ты отдаешь безвозмездно, и ты получаешь через другого, Через другого, третьего. да. Поэтому ты не берешь деньги, но ты получишь это другим. Это я с тобой согласна, но именно вот в этом, вот именно в этой теме у меня есть несколько просто взглядов на эту жизнь, потому что я сама этим раньше занималась, и я целила людей безвозмездно. И мне приходило, у меня был очень богатый муж в России, олигарх. И все деньги, которые он мне давал, я вкладывала в свое развитие, и, в обучение, в свое развитие, и помогала людям безвозмездно. То есть я целила людей так. Все консультации проводила за donation. То есть люди сколько хотели, Да. за donation. А вот так это было у меня. Поэтому это же возможно. Это возможно, но это, я же говорю, мне Бог дал этого человека, который мне все мои базовые, все закрывал, детей, все закрывал. Да, то есть тебе дали обратную связь. То есть ты пошла этим путем, и я ты пошла, получила в ответ. нет. Я сначала вышла за него замуж, за олигарха. Это ты можешь так описывать. Так было, да. И я потом, эти все деньги, которые он мне давал, я пошла делать себе не сиськи, там жопы, губы и все остальное, да, а в обучение, в целительство, там, в психотерапию, во все эти знания, там, human design, хологенетические вот эти, во все это я пошла. Даже обучалась квантовой физике, прикинь, профессор. Нет, это знаешь, как могло поступить? Ты сейчас ты описываешь, что вот ты выбрала, и потом это все произошло. Нет, тебе был задан путь. Да. Ты этот путь либо повернула туда, либо туда. Если ты повернула бы туда, пошло бы по-другому. Ты воспользовался моментом, и теперь тебе дают обратную связь в жизнь. Да, мы тебе дали, но дай обратку, не бери денег. Но мне никто так не говорил. Нет, не бери это денег. нужно понимать. Понимать понятно, но мне никто не говорил про это, не бери денег там, или еще что-то. То есть у меня с деньгами тоже были сложные отношения. Мне очень тяжело было принимать. Я очень много отдавала, а принимать у меня было заблокировано принятие. Как и у большинства людей на постсоветском пространстве, у нас воспитывали так, что деньги, как-то нехорошо, там, а на самом деле деньги — это такая же энергия, она нейтральна, она не минус и не плюс. К ней не надо привязывать. Просто за деньгами у людей много чего стоит там за деньгами. Стыд, безопасность, отношения с Создателем. Просто мы в деньги вкладываем очень много других значений. Деньги сами по себе ничего вообще не значат. В самой купюре... Нейтральные они. В самой купюре даже там очень много магических Понятно, символов. что много. Но они сами по себе, вот сейчас денег не будет, и что они? Вот сама эта бумажка, что она решает? Ничего. Что? Вот сама ты на нее смотришь, что это? Ничего. Это так, это нейтральная энергия. И ты ее наделяешь плохим или хорошим. Для одних людей это хорошее, для других людей деньги — это плохо в подсознании. Для других это стыд, это плохо, это там не божественно, не духовно, а на самом деле она нейтральная энергия. То есть ничего в ней плохого нет. Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал — это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. А про целительство, какое целительство ты делала? Сатнам Расаян. Это древнее целительство, ему больше 5000 лет, индийское, по цепи золотых учителей передается, по золотой цепи учителей. А у меня даже есть духовное имя Кальян Сима Каур. Это божественная принцесса львица, которая занимается тем, служит людям и постигает бесконечную природу Бога. И я служу на благо человечества. Вот. Но это ты сама себе? Нет, это мне учитель дал это имя. По дате рождения, по имени, по имя моей души это. Для чего вообще моя душа пришла сюда? Учитель твой это кто? Гурудев, учитель йоги, традиция йоги. Это которому ты в Мексике приехал? Да. А как ты случилось так, что ты его вообще нашла? Господи. Вообще всю мою жизнь мне интересовало, что такое вообще Вселенная, вообще как мы здесь, как-то все странно, так почему все это одно повторяется. Короче говоря, я очень много замечала каких-то несостыковок.
И мне все время это интересовало. Но до 30 лет у меня матрица настолько меня поглотила. Это жизнь обычного человека, простая обычная жизнь. Там дети, выходила замуж несколько раз, там какой-то бизнес строила, что-то там пыталась как-то себя найти, училась. И все у меня как-то не складывалось. Как-то все было не окей. С мужчинами отношения вообще не складывались. И потом я начала задавать вопросы, а почему мужчины меняются, а все то же самое? То есть нету никаких... То есть это не в них дело, дело во мне. Значит, что-то не то, как-то не стыкуется. Ну, ты зеркалишь. Ну, понятно, но я этого же не знала. Мне там, грубо говоря, 29 лет, у меня 2 маленьких детей. И я не понимаю, почему у меня уже 2-й брак, а я никак ничего не могу понять вообще, почему такое. И потом я начала ходить к психологу. Для меня это было тоже странно, но я все равно пошла пару раз. Потом начала читать «Трансерфинг реальности». И вот он мне очень сильно помог. Вадима Зеланд. Да. Ну, тут 50-50. Ну, мне помог. Окей. Я сейчас же про свой опыт, да, рассказала. То есть он мне помог, он меня прям хорошо так выправил на ветку реальности. Я начала смотреть в прошлой своей жизни, почему так у меня все произошло. И я начала менять, создала свою карту желаний. Вообще, это самое смешное. Я создала карту желаний в определенный день астрологически. Все со всеми там этими. Поставила свою фотографию, вокруг наклеила дом, какой я хочу, что хочу заниматься йогой. То есть у меня уже душа просила, хотя я об этом ничего не знала, что я хочу йогой заниматься. Я наклеила йогу, там наклеила, какие я хочу отношения, написала, как я хочу выглядеть. И просто повесила и забыла эту карту там на ватмане. И повесила дома. Я жила с мамой, с бабушкой, с 2 детьми. И денег у меня не было. Я ездила из станицы в Краснодар работать. И возвращалась поздно ночью. То есть у меня денег вообще так впритык было. Я сама от детей 2 содержала. Ездила на маршрутке туда-сюда. А кем ты работала в тот момент? Я продавцом в магазине. Я продавала элитные одежду, типа ЦУМа в Москве. У нас в Краснодаре были такие бутики. И я продавала там одежду для мужчин и женщин. Такие Дольче Габбана, Диор, ну вот эти все бренды такие известные, именитые. И через 2 месяца я встречаю там мужчину, клиента. Он сразу же в меня влюбляется, ну как в чудо какое-то. У него... О, чудо! Ну правда, я рассказываю, это, знаешь, кажется, когда... То есть, короче говоря, я с 2 детьми, и он армянин, но русский армянин, который родился здесь, 2-е поколение, по-армянски он не говорит. И он родился на хуторе Шевченко, моя фамилия Шевченко, девичья. Он родился в Белореченске на хуторе Шевченко, и он по-армянски вообще не говорит, то есть это русский, как русский парень вообще, просто выглядит как армянин. У него нет ни друзей армян, никого, знаешь, он такой. И он видит меня, влюбляется с первого взгляда и начинает за мной ухаживать. Я ему говорю, слушай, у меня 2 детей, ну зачем? Ты не женат, ты там... Он меня старше на 9 лет. Я говорю, зачем? Ну кто тебя, родители не примут, зачем это все? Он говорит, нет, я все равно, я хочу на тебя жениться. Ну, через год мы поженились. Вот все, что с картинки начало через 3 месяца уже у меня. Все, что. Даже украшения, какие я вырезала из журнала «Искусство потребления», такие ожерелья, что там, это все, там Rolex, часы. То есть это все через 3 месяца мне начал все это дарить. Духи самые дорогие, парфюм селективный, там все. То есть этим он меня и взял, своей заботой. Он тоже рак по гороскопу, как и ты. То есть он взял меня вот этой заботой о моих детях, обо мне, чего у меня не было никак в жизни. Мой папа, конечно же, этим не занимался. То есть я в нем увидела, потом уже я поняла, как подсознательно образ моего отца, который заботится обо мне. Ну, вот так. Этот человек стал обо мне заботиться, построил для нас дом. Для меня специальный йога-зал на 3-м этаже, посвященный был богине Кали. Он тоже был в вайшнавской традиции. Он йогой занимался, но он очень был крутым бизнесменом. Причем был, он и есть до сих пор. И вот дети, у меня был Порше, мы ездили в Дубай, Бали, Монако, по таким крутым курортам. Все он мне покупал. Все. Но если все так круто было, что ты делаешь в Мексике? Ну, я дальше сейчас тебе расскажу. Интересно дальше услышать историю. Короче говоря, эта история такая. Оказалось, потом, то есть я вышла за него замуж, мне было 31 год, у меня было уже 2 детей на тот момент, 9 лет и 3 года дочки. 9 старше и 3.
Я все, ну, я же говорю, он мне стал выделять деньги каждый месяц, да, то есть я не работала уже в магазине, естественно, да, он мне купил там первый Мерседес, там все-все-все. И я эти деньги, мне стало скучно, думаю, ну чем заниматься? Я начала учиться. Я пошла учиться на психотерапевта. Повышение второе высшее, там к нам приезжали из Новосибирска учителя, психологи, и они преподавали из одного университета, они преподаватели раз в месяц, они приезжали и обучали нас в течение 2 дней. Но это было направление телесно-ориентированная психотерапия, где связь тела и психики, то есть через тело, да, там дыхание. А твое первое образование какое вообще? Менеджер по рекламе в Институте культуры. Вот. И я пошла учиться туда. Мне эта вся тема затянула очень, потому что это очень круто, как тело, как наше тело помнит все, что наше тело как переносчик информации в мышцах. Вся это хранится, ну, грубо говоря, в мышцах хранится вся информация. Ты сам выбираешь свое тело или оно тебе дается? Из психологии там об этом мы не обсуждаем. Нет, мы сейчас не про психологию. Про что? Про... Тело, у тебя идет точка сборки, когда душа идет на воплощение, там идет точка сборки и смотрится там сборная вселенная, в какую семью идет, какие задачи надо решить, и тогда тебя направляют в самое лучшее, ну, для решения всех твоих задач, самое лучшее к родителям, потому что от родителей же идет 50-50 из 2 родов. Процентов идут. Но есть же вероятность того, что ты в прошлой жизни со своими родителями был просто в другом формате. Хорошо, но не у всех же так. Некоторые возвращаются, не у всех 9 миллиардов так, да, у людей, или 8 у нас. Всех по-разному. Но большинство, да, как ты говоришь, но есть люди, души, которые уже очень много воплощений здесь, старые души я их называю, которые больше 35 тысяч лет здесь живут, они выбирают себе на воплощение родителей. Могут прийти они вообще в семью, в которой не были до этого. Вообще в другую страну, в другой разные. Поэтому... И дальше? И дальше, про что я рассказывала? Ну, про то, что он тебе все дарил, все было. Да. Ты училась на психолога. Да, я пошла учиться на психотерапевта, обучилась, получила диплом, мне это очень понравилось, потому что я сама себя исцелила. Знаешь, как сначала на себе, как на котиках. Себя сначала исцеляешь, а потом уже с людьми работаешь. И в процессе обучения уже под конец ко мне пришла подруга и говорит: слушай, ты не хочешь прийти ко мне на занятия по кундалини-йоге? Ко мне учитель приезжает домой. Будем заниматься. Попробуешь, что это такое. Но я очень тоже скептически к этому относилась. Говорю, может, это какая-то секта, ну, какая-то фигня, не хочу туда. Она говорит, да нет, просто подышим, посидим там подышим. И все. Дыхательная практика. Да, да. Окей, я приехала, и первое занятие было 2 часа. И я так офигела. После этого занятия 3 суток я просто лежала на диване. Объясню почему. У меня токсины, она нам дала такую сильную крию, мощную, это я потом уже поняла. Я пила воду, все, но мне было так плохо, как будто было отравление алкоголем, как будто ты перепил. Вот такое состояние. То есть после этого дыхания у меня начала чиститься почки, печень, то есть очищение, кровь запустилась, да, вот этот весь процесс очищения. И у меня где-то началась токсикация организма, да. И я поняла, что это круто работает, что это даже ни одна психотерапия мне такого не даст эффекта. То есть я же работала 2,5 года это делала, и мне такого эффекта не было. Было, конечно, там слезы, сопли, эмоционально, да, я очищалась, но вот именно вот на физике ощущения такие глубокие мне вот эта йога дала. Ну, просто, скажем так, душа твоя очищалась, но тела еще нет. Да. Вот так, то есть оно разделилось. Угу. И вот благодаря кундалини-йоге, то есть я настолько в эту тему въехала сразу, и тем более у меня был зал уже на 3-м этаже, мансарда, 70 квадратов, зал йоги. Я позвала ее к себе домой, и каждый день в течение 2 месяцев мы с ней занимались. Потом она мне говорит, слушай, а здесь в Москве, ну это было в Краснодаре, в Москве есть учитель, ну моя учитель, вот, которая обучает целительству. То есть не просто кундалини-йоги, а на базе, это древнее знание, целительству на базе вот кундалини-йоги. Я говорю, хочешь, она приедет сейчас в Краснодар, я собираю этот семинар, там будет около 100 человек, ну приходи. Ну, я оплатила этот семинар, пришла, и я офигела вообще, потому что это из тишины ума, то есть ты специально, учитель чувствует группу, дает специальные упражнения, то есть крии. В течение 2 дней мы это делали, 6 часов, где ты медитируешь и достигаешь такого состояния ума, когда ум успокаивается, у тебя тишина ума. Ты начинаешь чувствовать все очень глубоко,
Но это не объяснить. Не знаю, как это объяснить головой. Ты просто вот как будто бы попадаешь в поле пространства, где нет ничего, и есть все одновременно. Все существует, и нет ничего как будто бы. Ты в это пространство заходишь, и все, и целишь людей. Человек перед тобой ложится, и как ты... целишь? То есть Смотри, что, ну у я него рассказываю. почка больная, потом нездоровая или как? Нет, он мне вообще ничего не говорит. Может говорить, может нет. Он, допустим, ложится. Одно прикосновение, сеанс идет, допустим, 30 минут. Я в этом состоянии с закрытыми глазами просто чувствую, где у него энергия, то есть где у него идет сопротивление внутреннее, конфликт внутренний. Потому что любая болезнь – это внутренний конфликт. Он не возникает, она может быть из прошлой жизни, генетическая, а может быть и в этой жизни. Да? Человек сам себе своим умом создал стрессом болезнь какую-то. То есть это внутренний конфликт, где я через вот эту тишину ума, через вот это состояние медитативное растворяю этот конфликт внутренний. То есть там, я не знаю, как это невозможно объяснить умом. Это надо чувствовать телом. Нет, про внутренний конфликт я услышал, понял. Ну, я грубо сейчас это объяснила. Я просто, есть другие моменты, особенно связанные с телом, да, патологоанатомическая, когда с точки зрения там рода там, передается какие-то болезни, да, там онкология, целишь к примеру, род тогда, да? Тогда вот. Целишь род, тогда целишь подсознание, потому что мы смотрим, то что же у нас, во-первых, мы все стоим из 5 элементов: огонь, вода, земля, эфир. То есть баланс этих всех элементов тоже. То есть это, я же говорю, я сейчас это вкратце рассказала, там очень глубокое знание, и училась я ему много лет. Да, то есть 4 года я ему училась. Медитировала по 3 часа каждый день, чтобы достичь этого состояния. И после этого только я могла целить людей. Ну и то я не шла в целительство, потому что это очень большая ответственность, и это прям нужно посвятить этому жизнь свою. Почему я сейчас этим и не занимаюсь. То есть для меня это был важен этот опыт получить. Больше всего я хотела исцелить себя, свой род. И вот это наследие генетическое, почему у нас в роду поколение мужчин, они вымирали или становились алкоголиками или наркоманами. Почему? Было проклятие родовое 3 поколения назад. Ага. Муж бросил жену с 3 детьми, начался голод в 1937 году, и 2 детей умерло, и бабушка прокляла своего мужа. Естественно, этим самым проклятие пошло и на сыновей. Оставшийся одного. Это ты как увидела или как это? Это я знала, как бы я слышала это, но потом я уже это и почувствовала тоже. Как бы я слышала от своей бабушки, что такая история была в роду. Но не то, что она его прокляла, но она не говорила. Бабушка-то моя об этом не знала, что там вообще. Она просто знала конкретные факты, что умерло 2 детей, мы там ходили на кладбище, их там мои прадеды, там прапра. Да. Но каждое поколение я видела, что все сыновья моего бабушкиного брата, они умирают, становятся алкоголиками. Мой отец, его брат. То есть все мужчины, они... Почему это именно передалось на мужчин? Почему? Потому что это по мужскому роду. Она прокляла мужчину. То есть мужской род? Да. Угу. Да. И больше всего, же говорю, я пошла для того, чтобы исцелить себя и вот эту часть внутреннего своего мужчину, можно так сказать, мужской род, казачий свой род сильный. И, там же и воины были, там казаки-характерники. Папа мне все время про это все время рассказывал, про эти все истории. Мне было это все время очень интересно. Но я выбрала путь через Индию пойти. Да? И папа мне всегда говорил, что казаки, они ходили в Индию, то есть древние русы, они там были тоже. Индия не грязная страна на сегодняшний день с точки зрения черной магии? Везде можно найти черную магию. В Москве, и в Краснодаре, и здесь. Не, но просто Индию сначала показывают, она более духовная и так далее, а по факту на сегодняшний день как ты считаешь? По факту все зависит от угла зрения, что ты видишь. И на что ты хочешь смотреть и свое внимание обращать. Что ты можешь обращать внимание, можно найти везде и черное, и белое. Так же, как в каждом человеке есть и черная часть, и белая. У всех есть. Это да, но и в стране точно когда тебе продают черное-белое, вот этот факт. Но это уже вопрос же не про страну, а про людей, кто продает. Да, и зачем они тебе это продают, зачем они тебе это показывают. Показывают и, соответственно, зазывают на это. Ну да, так же самое про Мексику. Я вижу здесь только плюсы, а другой человек видит только минусы. И мне скажет: а что ты рассказываешь? Тут-то убийство, тут-то мафия, тут-то нарко. А я не вижу этого. У меня в моей жизни, в моей реальности этого нет. Я их вообще не вижу, этих людей. Окей. И вижу только красоту, море, океан, кайф, вкусная еда и все такое прочее. Как ты потом переехала в Мексику?
Ну, короче, я начала ездить в Мексику с 2018 года. Вот к моему учителю в Чиапас, это горы Мексики, одна, с сумками Луи Виттон, с часами Rolex, одна. Я прилетала в Канкун. Из Канкуна пересадка была, потому что не было прямых рейсов, да, из Москвы. То есть я летела на Канкун, через Канкун я летела в центр Мексики. И еще на такси там 300 километров по горам, чтобы приехать в то место, где проводился этот семинар моего учителя обучения Сатнам Расаян. Также учитель проводил Рейман, это такие древняя медитация в течение 7 дней, где ты повторяешь мантру на древнем языке гурумукхи 11 тысяч раз. Ты повторяешь эту мантру и исцеляешь, и добиваешься того, что ты исцеляешь 7 поколений назад и 7 поколений вперед. Исцеляешь тем, что ты медитируешь. Священные писания Бога, то есть священные имена Бога ты говоришь. То есть, на санскрите это очень древний язык, называется гурумукхи. То есть, и потом я спрашивала, зачем именно повторять 11 тысяч раз? И мы спали всего по 3 часа в сутки. И сидели, учитель держал поле, там со всего мира приезжали монахи, там с разных стран, с Австралии были, с Америки, то есть со всего мира были, с Европы. И я там русская, я помню, я сижу там и не понимаю, как я вообще здесь оказалась. Вообще где-то в Мексике, в каких-то горах сижу среди монахов, люди, реально монахи сидят, молятся. И я здесь сижу. Как мне вообще такое благословение мне пришло, оказаться здесь среди этих святых людей. Я оказалась там, и каждый год после этого я приезжала туда 3 раза, 3 года подряд, чтобы пройти эту церемонию, не церемонию, это Рейман называется, это такая, не знаю, как это по-русски сказать, где ты просто повторяешь эту мантру. Сидишь, учитель держит поле, и ты сидишь, повторяешь эту мантру в течение 18 часов. Ты спишь с ней даже, она играет постоянно, то есть она играет, музыка, это мантра, очень быстро повторяется, и она как гипнотическое такое свойство имеет, она очень быстро повторяется. Тебе нужно выучить это, как стихотворение такое, и его повторять вслед за поющим. Это вот этот шаман, он был русский? Он сначала был шаманом, а потом стал вот этим учителем Гурудевом. Он, оказывается, мексиканец. Он сначала был мексиканцем, а потом в Америке нашел этого учителя из Индии, который передал ему. Это первый мексиканец в индийской традиции. После этого мексиканца закончилось это все. Сейчас уже не передается по золотой цепи учителей. Ну, опять-таки, как ты доверилась человеку, которого ты по факту не знаешь? Может, он тебе там что-то другого научит? Я же говорю, изначально же я в России начала этому обучаться. И когда я почувствовала вот это все, что это не секта, что это не какие там... Тебя не заставляют, не знаю, бриться наголо, служить там что-то. Нету никаких таких сектантских тем. Ты просто, если чувствуешь, что это зов твоей души, ты идешь, ты садишься и целишь людей. Все, ты хочешь этого. Но моя потребность, либо моя задача была исцелить род. То есть, да, я параллельно еще и людям тоже помогала, да, то есть тоже я служила людям, но моя задача была исцелить род. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Ну, твоя задача выполнена? Да. Вот теперь я здесь, ты видишь? Но... И я развелась с олигархом. В идеальном вообще. Я с ним развелась просто идеально и уехала сюда жить. Он меня отпустил. Еще дал мне денег на 5 лет жизни. Но ты переехала в Мексику, потому что ты познакомилась здесь в Мексике с кем-то, или ты переехала одна сначала? Нет, смотри, я ездила в Мексику сюда каждый год обучаться. И я познакомилась с своим мужем, но я была замужем, и поэтому у меня с ним никаких не было, как тебе сказать... То есть я ему сразу об этом сказала, и тем более он был братом двоюродным моего друга, который... нашего учителя, он его правая рука. То есть я приехала сюда в Канкун со своей подругой, которая сейчас, кстати, жена брата, да. То есть мы все сейчас жены, 2 русских жены в одной семье у мексиканцев. Треугольник образовался? Нет, у одной семьи 2 брата двоюродных и 2 жены русских. Мы 2 подруги.
То есть у двух братьев 2 русских жены, 2 подруги. Треугольник никакой не образовался, потому что, объясню тебе почему. Потому что я когда с ним познакомилась, я его в первый день узнала, и я же была после этой церемонии, после Реймана, я приехала после этого, и я чувствую, что это мой муж. Представляешь? Моя голова говорит: ты что, вообще с ума сошла? Какой муж у тебя в России там? Муж вообще-то, у тебя вообще там все хорошо, ты на Порше ездишь, у тебя там вообще жизнь вся устроена, знаешь, вообще все охренительно просто. Дом у тебя, ты ездишь там 3 раза в год путешествуешь, у тебя все хорошо. А мне это твой муж. Я думаю, да какой муж? Да зачем мне это надо? Зачем? У него вообще ничего нет, он бедный человек, он вообще ко мне приехал на машине, у него машина стоила, как моя сумка Луи Виттон. А ты уже говорила по-испански? Нет, по-английски. Я по-английски говорю, на 3 языках, да. И думаю, зачем? Мне мой ум говорит: да зачем тебе это? Ну, тем более он молодой. Да вообще, что за... Он мне моложе на 7 лет, мой муж. И мой ум мне говорил вообще, нет. Ну и все, я уехала в Россию. Там на следующий день мы улетели в Россию с Машей, в Москву. Это был март 2020 года, 8 марта. И ровно через 10 дней начался ковид, и закрыли полностью весь мир, все аэропорты. И я осталась со своим мужем дома, никто не выходит, мы вот вместе. И мы начали разговаривать очень глубоко, серьезно. И я понимаю, что до меня доходит. То есть тяжело было вообще мне признать даже, что я хочу с ним развестись. Мне тоже было тяжело это признать, что я хочу... это ты решение приняла? Да. Я приехала в Россию и не знала даже, с чего начать, как с ним разговаривать вообще. Я попросила у своего учителя Крию, чтобы он мне дал, чтобы решиться на это, вообще понять, что мне нужно. Мне оставаться здесь, в России, либо поменять свою жизнь и приехать в Мексику. И учитель мне дал Крию на 40 дней, где ты делаешь ее, и у тебя приходит понимание, осознание вообще, что тебе нужно. И этот баланс настраивается, брать и давать. То есть он мне говорил, что у тебя заблокировано. Я почувствовала, он говорит, у тебя с печенью проблема с желчным пузырем, у тебя дискинезия желчного пузыря, то есть у тебя не выделяется желчь в нужном объеме. То есть ты не можешь растворять жирорастворяемые витамины, ты их не можешь из пищи брать, витамины. Что это значит? Я не могу брать, я давать могу, а брать я не могу. То есть баланс, он говорит, у тебя нарушен баланс брать-давать. И вот он мне дал эту Крию, я ее сделала 40 дней, и я начала... И для меня, все равно это желание никуда не делось, развестись. Я начала с мужем разговаривать. Потому что я осознала, что я вышла замуж из внутреннего дефицита. У меня не было, можно сказать, никогда заботливого отца. К слову сказать, родители меня родили в 17 лет, когда им было. Очень молодые. И у меня не было никогда... знаешь, чувство защиты, вообще плеча рядом, никогда в моей жизни. И мужчин я тоже находила по подобию моего отца, которые были абьюзерами, изменяли. Я просто таких находила мужчин, которые не для семьи. Знаешь, им нравятся наркотики, там, алкоголь, все дела, гулять, пьянки, вот эти, знаешь, такое все. Это было до 30 лет, пока я не встретила этого мужчину. Этот мужчина, мой муж, армянин, который, он не употреблял алкоголь, не употреблял там никаких наркотиков, ничего. Он все время был в медитации, занимался йогой и бизнесом. Но коннекта у нас как такого глубинного, как, знаешь, я в нем видела своего отца, а он видел во мне свою дочь. Он обо мне заботился, как вот и о моих детях, как отец. И если ты знаешь из психологии, может, слышал такое, когда пара видит в друг друге родительские фигуры, то секса нет в этой семье. Но вот было так и у нас. То есть у нас не было этого. И я поэтому всю эту энергию сублимировала в духовность. То есть я уходила в духовность, я очень много медитировала, чтобы свое тело угомонить, чтобы не было этих всех. Хотя я же занималась кундалини-йогой, кундалини, наоборот, пробуждает в тебе эту энергию творения, жизни, очень много энергии у тебя, креативная. Но это же одна и та же энергия, сексуальная, креативная, ты творишь, энергия жизни. И у нас не было с ним этого матча. И как раз-таки этот год, 2020, вообще не было ничего. И я поняла, что мне очень тяжело больше это выносить. Я с ним начала разговаривать. Но он мне сказал, выбирай, либо я работаю, даю тебе деньги, либо я буду с тобой там, что ты хочешь,
ну, буду вот с тобой там. Он мне сказал, выбирай. Я говорю, я выбирать не хочу, давай как-то, ну, среднее найдем. Он говорит, нет. Я говорю, ну, давай тогда разводиться, потому что я вижу, что ты несчастлив со мной, и я несчастлива с тобой. И мы 2 недели рыдали. Он плакал, я тоже. Но все-таки мы поехали и развелись. Поехали, подали в МФЦ, что у нас не было общих детей. И мы с ним договорились, что мы никаких судиться, ничего не будем. Мы с ним сразу же договорились, что он мне отдаст при разводе, что он мне даст моим детям, что мне. Я с ним прожила 7 лет. Хотя дом тоже был на него оформлен. Ну, как бы, в принципе, он мне мог ничего не дать. Да? Вообще ничего. Но, я же говорю, так как мы очень душевно с ним сели, поговорили и поняли, что дальше у нас пути расходятся. Вот такое бывает, представляешь? Вот иногда мне люди не верят, что можно расходиться с человеком по любви. Из-за сильно большой любви. Кажется глупо, но на самом деле так и есть. Не было уже 7 лет, и я старалась с ним отношения наладить. То есть изначально они были уже такие, потому что он ко мне, говорю, как к дочери относился, а я к нему как к отцу. И мне хотелось вот этой заботы получить больше, знаешь, как материнская, отцовская забота, чтобы обо мне заботиться, чтобы у меня все было, чтобы я вообще ни о чем не думала, чтобы я просто заходила в магазин, даже на цены не смотрела. Вот мне так хотелось, чтобы мне вообще все было хорошо. Ну, как бы все хорошо 7 лет, а нехорошо, вот в отношениях нехорошо. Ну как, мы не ссорились там, не ругались, он меня не бил, ничего такого не было. То есть я занималась своей жизнью, он занимался своей жизнью. По вечерам мы там, да, могли чай попить, поговорить, либо сходить в ресторан, либо поехать куда-то отдыхать вместе. Но это было очень редко и, ну, как бы, так, знаешь. Если любишь, отпусти. Ну, я хочу сказать, что у него же нет детей, со мной не было у него детей. Я хочу сказать, что он женился сразу же, через год, как мы развелись. Он женился, и у него родилась дочь. Представляешь, в 50 лет. И он счастлив в браке. И у меня родился сын. Хотя у меня тоже, я очень хотела сына, и у меня, получается, 10 лет после ребенка, да, последнего, не было детей. То есть я не удавалась забеременеть. У меня родился сын, у него родилась дочь, и он сейчас счастлив. И он женился на моей подруге. Поэтому все хорошо. У всех все хорошо. Если говорить про Мексику, то в Мексике вот ты с ним встретилась, познакомилась, то есть ты развелась, и после этого ты сразу прилетела в Мексику? Да, или сразу как? же. Сразу же. И ты сначала стала жить одна или как? Или ты уже я сначала стала жить одна, а потом, я сразу же, конечно, написала своему мужу. Я с ним встретилась, поговорила, и я ему объяснила, смотри, отношения я буду с тобой начинать только если мы будем с тобой серьезно, вступать в брак. Потому что мне хочется построить свою империю, мне хочется то. Я ему рассказала, что мне хочется сделать. И если он согласен, если он поддерживает такие же цели, если у него есть такие же цели, да, как и у меня, то мы можем попробовать с ним. Да? То есть это, допустим, через полгода пожениться. Я ему так сказала. Он говорит, хорошо, давай попробуем. Он на тот момент уже занимался real estate, но он работал на другую компанию. То есть не сам, а был агентом в компании. И, естественно, я его начала смотреть по human дизайну, по астрологии, по нумерологии, по всем еще данным. Но мое вот это внутренний зов мой и то, что мне говорят внутри, что это твой муж, он никуда не девался. Постоянно мне это твой муж, это твой муж. Все, мы начали жить вместе. Через полгода мы поженились. Да, через полгода мы поженились. И еще через полгода я забеременела ребенком. И когда ребенок родился, мы накопили денег и открыли свою компанию по real estate. Агентство недвижимости. Агентство недвижимости. И у нас сейчас есть 5 агентов, офис. Мы работаем, да. Quintana-Roo. Да. То есть сколько лет уже? Получается 2 года, 2,5 почти. Это только продажи или аренда? Только продажи. Аренда я не очень люблю заниматься, потому что для меня это цыганская работа. Но можем и это сделать, просто не проблема. То есть это одна и та же, в принципе, сфера. И это тоже иногда мы делаем, но только для очень близких, знаешь, друзей, либо хороших клиентов, кто просит. Что просто так нет. То есть вы открыли совместный бизнес семьи? Да, мы с мужем открыли 50/50. Кто ведущий в вашей семье? А? Кто ведущий, а кто ведомый в вашей семье? Мы оба лидеры. Так не бывает. Это знаешь, как корабль плывет, 2 капитана не бывает. Не знаю, он в бизнесе, он просто акула в этом бизнесе. Но я говорю про семью общую, если мы про берем семью? суммарно.
Вы знаешь, по human дизайну я манифестор. Я, конечно, казачка, у меня такой характер, ну да, конечно, сильный, волевой. Но в то же время, самое время, я женщина. И в доме, и в бизнес я не лезу, не говорю ему, что делать. То есть мы совместно садимся, обсуждаем, то есть принимаем решения совместно. Мы очень много с ним разговариваем, с своим мужем, очень много. Это никогда ни с одним мужчиной столько не разговаривала. Наверное, поэтому у меня с ним такие глубокие отношения, близость такая, потому что мы можем обо всем поговорить, обо всем, на очень глубокие темы, прям обо всем, знаешь, про религию, про духовность, про целительство, про, не знаю, привидения, про что угодно, а вообще не про инопланетян, то есть и про бизнес, и про какие-то материальные вещи, и про, знаешь, бухгалтеры, и про там счета, и фактуры, и про все про это. То есть мы про все про это разговариваем, и много разговариваем. Я считаю, что это секрет отношений, когда ты... Ну, это для меня тогда. Для меня очень важно быть социально тоже значимой, нести людям тоже какое-то добро. Не только через целительство, а, допустим, через то, что я ищу для них дом, ищу для них инвестиции выгодные. То есть это тоже какая-то польза, я считаю, людям в материальном плане. То есть практически все мои клиенты становятся моими друзьями. Еще не было такого, чтобы, знаешь, как это long-term relationship, это когда длинные, как это, долгосрочные отношения. Я всегда строю с ними долгосрочные отношения. Встретимся в следующей жизни. Да, скорее всего. Так, окей. Легализовалась ты, получается, по браку. Да, получила я, ну, то есть мы поженились, и я получила визу ВНЖ на 1 год. Потому что по браку дают сначала на 1 год. Ты должна подтвердить, привести 4 свидетелей. Я привела 4 свидетелей, которые подтвердили, что это не фиктивная свадьба, а настоящая. Ну, так быстро, да, ты сказала, прилетела, потом через полгода. Да, так. Да, свадьба. Ну, как быстро? Ну, понимаешь, да, быстро, но я же тебе говорю, я до этого же еще год, я прям это чувствовала, что это мой муж. То есть я там, мой мозг мне говорил, ну, это все какая-то фигня, да это такого быть не может. Да как он вообще там сможет с тобой? Ты вообще сейчас из этого вот в это, сейчас перейдешь в Мексику. Из брака в брак. Да, ну, как бы, как это вообще у тебя? Еще страну поменять. И страну, и детей перевести, это же поменять жизнь не только себе, еще 2, да, и, ну, очень... И его жизнь изменилась круто, потому что он жил, он там зарабатывал, грубо говоря, $2000, и ему было очень хорошо и комфортно, и ему этого было достаточно. Ну, как бы, он считал, что это вообще супер. В принципе, здесь, в Мексике, жить одному мужчине и $1000 достаточно, кайфует он, кокосы, бананы, море, все у тебя здесь. Женщины. Он так и жил. У него все было хорошо, пока я не приехала. И не начала его пушить. Давай. В плане легализации, получается, по браку через сколько ты получаешь документы? Смотри, так как я первый год я привела 4 свидетелей, да, и я получила на год ВНЖ. Через 1 год я опять должна привести 4 свидетелей и получить ВНЖ еще на 1 год. И уже потом, когда прошло в сумме 2 года, я получаю перманенты, то есть постоянный вид на жительство. И уже это без ограничения срока. Но так как у меня родился ребенок в течение этого 1 года, то я получила сразу же перманенты. То есть ты, когда рождаешь здесь ребенка, то ребенок получает сразу паспорт гражданина, а мама получает сразу постоянный вид на жительство. Да? То есть я получила сразу же постоянный вид на жительство. И через год, уже после этого, в сумме ты должна прожить здесь 2,5 года, и ты уже можешь apply, то есть идти подаваться на паспорт. Только нужно знать испанский язык, нужно выучить историю Мексики, нужно сдать экзамен, рассказать. Там, экзамен состоит из нескольких этапов, и все. Если ты живешь на ПМЖ постоянном, который у тебя, да. Ты, когда вылетаешь из страны, как часто нужно прилетать в Мексику, если ты меняешь страну, чтобы ПМЖ не потерять? Нужно здесь находиться в общей сложности 180 дней из 2,5. Год? Ой, нет, отсутствовать ты можешь всего 180 дней за эти 2,5 года. Отсутствовать только да. 108 дней. Угу. То есть ты должен... Там какое-то количество, большое количество дней, грубо говоря, 2 года или год и 8 месяцев. Примерно, я сейчас не помню точно. Ты должен здесь быть, находиться официально, чтобы получить документы. Да, чтобы получить паспорт. Самый быстрый способ на сегодняшний день
легализоваться в Мексике? Это какие? Рождение ребенка, выйти замуж за мексиканца, открыть здесь компанию с уставным капиталом от 100 тысяч долларов, купить здесь недвижимость От какой суммы? от 250 тысяч долларов. И еще, если ты являешься каким-то очень особенным, значимым человеком, там, не знаю, в области науки, допустим, то такие виза талантов, типа, да, типа такой вот еще тоже может быть. Да, если это какой-то ребенок одаренный, там, либо, не знаю, певец какой-то супер популярный, либо это математик какой-то, шахматист. Ну, короче говоря, вот что-то такое. Либо если ты больше 65 лет тебе, и ты пенсионер, и ты подтверждаешь, что у тебя есть пенсия, да, то ты тоже можешь приехать. Еще один способ – это подтвердить свою экономическую состоятельность. То есть у тебя должны быть не накопления, а приход денег. Ты должна показать движение средств по счету в течение 6 месяцев. По-моему, от 3500 долларов. Я сейчас, знаете, я в этом, прям не... Сейчас очень сильно поменялись правила, буквально вот 2 недели назад. Поэтому, может, сумма чуть-чуть увеличилась. Мексика дорогая страна? Ты знаешь, она недорогая страна, но если рассматривать с позиции россиян, из-за того, что курс наш очень плохой, низкий, получается, что цены здесь дорогие. Если переводить рубли в песо, в доллары, да, то представляете, во сколько раз нам больше нужно работать, чтобы, там, грубо говоря, просто $1 к песо, 1 к 20, а у нас 1 к скольки, к 90, да? Ну, сейчас доллар 80, 82. 80. Ну, какая разница? А у Мексики 1 к 20, а был вот 2 года назад 16. То есть ты понимаешь, да, что если ты работаешь здесь, как я, в реал-эстейте, у тебя хорошие комиссии, я зарабатываю в долларах, то для меня это нормально, как бы вполне себе. Цены вполне себе. Единственный еще вариант такой, что, допустим, в центре Мексики цены в 2-3 раза дешевле, чем здесь. Даже в туристическая зона. Да, потому что здесь туристическая зона. Таких зон здесь 2. Это Лос-Кабос, это граница с Мексикой, там, где Тинькофф построил свою ладача, где у него стоит его огромная яхта, да, где у Тинькова бизнес. Кстати, Тинькофф здесь открыл Unicorn Project, такой же, как у него был Тинькофф, он открыл такой же свой банк онлайн. Так это он открыл или его топ-менеджеры? Я не знаю, но он говорит, что он открыл. Ну, он много чего может говорить. Я в это не вдавалась. Главное, что я пользуюсь этой системой, она мне очень нравится. Его система. То есть очень все у него. И сейчас уже много открылись таких же похожих. Еще 3, наверное. Еще 3 таких же. Точно по такой же схеме выстроены. И все русские... Сейчас очень легко открыть эту карту онлайн. Но только если ты имеешь ПМЖ. ВНЖ тоже. Ну да, если ты не резидент, то ты не сможешь открыть. Ну, там какие-то можно открыть. Потому что, допустим, кредитные нет, а такие дебетовые можно открыть. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Если говорить про медицину в Мексике, то есть ты здесь рожала, опыт есть? Да. Насколько она вообще качественная, медицина здесь? Очень качественно. Просто зависит от того... Знаешь, здесь есть даже такой... Сейчас я начну с самого начала. Здесь есть такой даже термин «медицинский туризм». Американцы приезжают сюда, на остров Казумель, туда приезжают огромные круизные лайнеры. Там несколько таких крупных хоспиталей, огромных больниц, да, госпиталей, да, по-русски. Угу. Госпиталей. И туда приезжают делать какие-то сложные операции на сердце, шунтирование. На острове? Да. Вот здесь Казумель, знаешь, остров? Я понял. Казумель. Туда приезжают специально. Это такие прям... Почему я об этом говорю и лично знаю? Потому что у моего друга, он мой клиент, Скотт, ему 60 лет. Он нырял с акулами. С акулами здесь в сезон приплывают акулы к острову. И он дайвингом занимался. И у него случился разрыв какой-то аорты или чего-то там, что у него кровь пошла прям в воде. Его вытащили и отвезли. Единственный госпиталь, где проводят такие тяжелые операции, серьезные, да, это там.
Это прям человек, специалисты, которые по сердцу, вот по микрохирургии, знаешь, сердце, то есть они занимаются, ставят вот эти шунты или как скобки эти то есть они ему поставили 12 скобок. Он сейчас жив. Это было, я была беременна, это было 2,5 года назад. А насколько она дорогая медицина? Она дорогая, но здесь в чем прикол, что ты можешь оформить страховку даже за $150, и она тебя будет покрывать. И она ему обошлась бесплатно, эта операция. А так бы она ему обошлась, ну, может, $6,000. Потому что он иностранец. Для мексиканцев дешевле, конечно, а для иностранцев, он американец, ему, наверное, $6,000 обошлась. Плюс же он еще был в этом госпитале, он лежал, его кормили сколько-то дней, да, и готовили после операции. То есть он неделю там был. Да. Насчет моего личного опыта, когда я рожала тоже в госпитале, он называется Исчель, в честь богини Майя, богиня плодородия. Мне очень понравился этот госпиталь, у меня была отдельная палата. Муж все время был со мной, даже на операции он сидел рядом, держал меня за руку. У меня была операция, кесарево сечение. Это уже моя 3-я операция, то есть это началось еще 20 лет назад, да, и поэтому сейчас меня уже не пустили в роды, хотя у меня было все отлично. По показаниям я бы могла пойти в роды в обычные, но меня не пустили в роды. Потому что по возрасту, небезопасно. Роды прошли сами идеально, я была все время в сознании, все видела. Работали они лазером, то есть вообще все круто. Мне обошлось 300 тысяч рублей, грубо говоря, на тот момент. Это тоже как в Лапино, или не знаю, где в Москве сколько стоит, я не знаю, но в Краснодаре точно так же в частном госпитале, в крутом стоит 300 тысяч. То же самое, как в Краснодаре. Я лежала там 3 дня, мне кормили шикарно, за ребенком уход. Вообще все супер. Муж был все время со мной, то есть у меня была отдельная палата, у мужа был диван, постельное белье, он рядом спал, он мне помогал, ночью приходил, все время был со мной. Все отлично. А скорая помощь здесь вообще имеется? Насколько она быстро приезжает? Не знаю. Тут насчет этого я не знаю, потому что я не пользуюсь, стараюсь не пользоваться вообще медицинскими никакими услугами. Как ты себя поддерживаешь, здоровье? Я веду здоровый образ жизни. Превентивная медицина. Слышала? Превентивная медицина. То есть я не допускаю болезней. И что ты делаешь? Я занимаюсь нутрициологом, сдаю анализы. И нутрициолог мне подбирает, какие дефициты у меня. Там я работаю также через тело, допустим, делаю какие-то практики дыхательные, чтобы стресс уходил из тела. То есть очень много. Это называется превентивный метод, чтобы у тебя болезни не возникали. То есть если у меня нехватка идет железа, я проверяю, почему у меня не хватает железа. То есть это комплексные. Ты смотришь организм комплексно, а не так, что у тебя уже когда что-то заболело, припекло. То есть мы идем же в больницу, когда у тебя уже все, знаешь, у тебя уже стадия какая-то, вторая, у тебя что-то уже болит, это прям надо лечить. То есть я не допускаю того, чтобы это начало болеть. Да? То есть я это делаю. И детям точно так же. Моим детям я не делала ни одной прививки, никому. Ни у моих детей, ни у кого нет ни одной прививки. Я этим не горжусь, но просто как есть. Это мой взгляд на мир. Дети у меня не болеют. Дети у меня здоровые. Я их кормила каждого грудью по 1,5 года. Здоровы все. Муж не болеет. В Мексике насколько вообще безопасно жить? Мне безопасно. Это туристическая зона. А вообще, как считаешь, Мексика, она безопасная страна? Знаешь, мой муж из Оахаки. Я ездила в трип, автотрипом с мужем на машине. Вот как, допустим, из Краснодара до Москвы 1500 километров, 1800. Ездила туда и обратно, через все штаты. Веракрус. Веракрус до Оахаки. И в Оахаке муж у меня не в самой Оахаке, а в горах Оахаки. То есть еще от Оахаки, от Capital, от столицы еще 400 километров. Это выше дальше? Выше, да. И я проехала в столько климатических зон, там побережья разные, там и залив мексиканский, разные. Мы везде останавливались, это ж не за один день мы ехали, да. Все было чудесно. Вообще все было. Я же говорю, я ездила, и тем более ездила на хорошей машине. То есть я одеваю бриллианты. То есть вот я как сейчас, вот я езжу. Естественно, я не в костюме, но все равно. То есть ничего такого. Они, как тебе сказать, если мы вернемся к квантовой физике, я могу объяснить, что излучаешь, что и получаешь, какая у тебя картинка мира, где ты видишь, кто к тебе. Если тебе нужно получить опыт ограбления либо какого-то насилия, то ты его получишь. Потому что у тебя внутри этот опыт есть. Если тебе не нужно это получать, если ты этого не боишься, если ты чувствуешь внутреннюю силу, что Бог тебя оберегает, у тебя весь мир твой дом. Тогда ты все, живешь окей, у тебя все хорошо. Естественно, я не делаю, знаешь, я не иду специально с бриллиантами,
тычу им всем в лицо, вот смотрите. Давай проверим квантовую физику. Да. Я не хожу, конечно же, в бедные районы и специально там начинаю перед ними. Нет, конечно, я этого не делаю. Но вот моя жизнь, она такая. То есть я живу в этом Сьюдад Майкоба, здесь Гейрит комьюнити, здесь 240 гектаров леса, здесь свои сеноты, своя школа, больница, рестораны, кафе. Здесь очень хорошо. Мне очень нравится. Безопасные. Тут 2 уровня защиты. Ты проезжал, ты видел один пост и второй пост здесь. А сверху кто охраняет небо? И сверху Бог охраняет, да. Поэтому я тебе про это и говорю, что это все, тебе хоть сколько ты можешь обвешаться, но тебе все равно могут на тебя напасть. Обвешайся хоть этими, хоть быть охранники будут. Если ты в этом состоянии живешь, то так ты и будешь всю жизнь свою жить в этом состоянии. Да, поэтому тут с какой точки зрения посмотреть, если с этой стороны или с этой. Поэтому как сказать, Мексика опасна или нет? Ну, для меня нет. Для кого-то она опасна, у кого-то опыт есть, что их там воруют, что-то у них крадут, какой-то телефон или что-то там, сумку. Наверное, у кого-то это есть. Но в моей реальности этого нет. А русскоговорящих вообще в Мексике много? Есть? Очень. Есть у нас большая комьюнити. Да, очень где собираются? большая. Да, у нас очень большая комьюнити. Первые 2 года мне было, не было желания мне ни с кем общаться, потому что у меня цель была выучить язык испанский. Поэтому многие люди, которые сюда приезжают, они хотят выучить испанский, но они общаются только с русскими, у них не происходит никакого развития. То есть у них только в русской комьюнити, знаешь, и даже их дети идут в школу, там тоже, если русские друзья, то, никакого не происходит ассимиляции, да. У меня чуть-чуть ситуация другая, потому что у меня муж мексиканец, и, конечно, у меня все родственники его, там свадьбы, все праздники, друзья, и тем более у меня компания, я работаю с иностранцами, я не работаю с русскими. Я работаю, если они хотят, русские специально ко мне приходят и говорят: Ир, помоги, тогда я помогаю. А в том смысле, что я делаю какую-то рекламную кампанию для русских, нет, я этого не делаю. То есть у нас клиенты в основном это Канада, США, и сейчас и вот испанцы чуть-чуть есть. Вот так, в принципе, вот нам хватает канадцев. Они все сюда едут, потому что у них там холодно, почти 9 месяцев снег лежит, и они едут сюда, у них как дача здесь. Они покупают все дома, квартиры и живут здесь по полгода, а потом возвращаются туда на лето. Так что в основном у нас клиенты это Канада. А про русскоговорящих, вот то, что праздники комьюнити ты говорила? Да, сейчас я начала уже больше выходить в свет и общаться больше с русскими. Здесь у нас же есть даже такой чат, женский чат Кентана Роо, и там уже больше 1000 женщин, это не считая мужчин, да, только женщины, где мы все общаемся. Там же еще много разных чатов, много разных комьюнити. В Канкуне свое комьюнити, здесь. В Тулуме не очень много, но вот есть еще в этом Пуэрто-Авентурас. Но в основном все живут в Плае и в Канкуне, русские. И прям очень большая комьюнити, прям диаспора, я бы назвала. Что их привлекает здесь? Погода. Погода? Карибское море. Круглый год фрукты свежие, мясо вкусное, еда, воздух свежий, чистейший. Экология. Хотя, ты можешь увидеть, что в бедных районах валяется мусор. Но если ты в туристической зоне жить, вот, допустим, даже в этом городе я живу, в Майкопе, здесь очень чисто, хорошо. Детям классная школа вот через дорогу. Тянет в Россию? Ты знаешь, я всегда говорю, что сердце мое в России, но душа моя здесь сейчас со мной. Я очень люблю свою родину. Я очень люблю Краснодар, люблю весь свой род, своих всех родственников. Но сейчас я чувствую, что мое место здесь, и я хочу быть здесь. Мама моя сюда приезжает. Я пока туда не ездила, потому что считаю, пока небезопасно везти. Аэропорты все закрыты в Краснодарском крае. Они не работают. В Ростове, Минводы, все это закрыто из-за войны, да. Поэтому пока не еду туда, потому что очень тяжелый перелет, и ребенок маленький, мучить его не хочется. И пока очень тяжело мексиканцам получить визу. Потому что из-за войны сейчас Россия очень сильно ужесточила меры все, и иностранцам очень тяжело попасть в Россию. Вообще практически невозможно. То есть визу кому? Твоему мужу? Угу. Да, без мужа я не хочу ехать. Я хочу ехать всей семьей. Это получается у меня 3 детей, нас 2, 5 человек. И я же говорю, это очень тяжелый перелет, потому что сейчас нет прямых рейсов. Я вот жду, что сейчас уже потеплели вроде бы как отношения, да, вроде, может быть, я надеюсь, что скоро закончится СВО, и уже пустят прямые рейсы Канкун, Москва, либо Гавана, Москва. Они сейчас есть, Гавана, Москва, но нету из Москвы, я никак Краснодар, это 1500 километров, очень далеко. Только на поезде 3 дня там, или 2 дня, или сколько. Очень далеко.
Твои рекомендации на Мексику. Рекомендуешь вообще Мексику для проживания, кто ищет страну более комфортную для себя? Я рекомендую ехать туда, где у вас вы чувствуете зов сердца, где, что вам хочется там быть. Так подожди, ты сама сказала, сердце мое с Россией, а душа моя с Да, Мексикой. но это же не у всех так, это у меня так. Так сердце слушать или душу? Это одно и то же. Одно и то же? Ну, для Тогда меня у тебя одно и то же. разное, подожди. Нет, у меня не разное, потому что я же говорю, мать-земля — это один наш дом, поэтому я не разделяю эти, как-то, знаешь, как эти континенты, окей? Для меня это все одно. Мне здесь нравится экология, мне нравится здесь все, но готовьтесь к тому, что это не Россия. И первое время я вот как человек, просто как психолог, да, первые 6-9 месяцев идет акклиматизация, я ее так называю, ментальная акклиматизация. Да. То есть здесь все по-другому. Здесь другие обычаи, другие законы, другая ментальность у людей, другое состояние ума у людей. Они не русские. Здесь не может быть, как в России. А многие тащат Россию сюда, и все злятся внутри, очень сильно напряжены из-за того, что им кажется, что должно быть как у нас. Вот как у нас здесь не будет никогда. Это вообще другая страна с другой историей, с другим развитием, да, с другой энергией. Вообще, можно сказать, это другая чакра Земли, здесь все по-другому. Представьте, жить, где круглый год лето. Конечно, в жаре люди не хотят работать, конечно, они здесь все расслаблены. Конечно, для них не главное деньги, вообще не ценность деньги. Для них ценность совсем другое. Они хотят выпить кокос, сесть на пляже и кайфовать под пальмой. Ну, день. это только здесь, а в Мехико-Сити где там? Ну, знаешь, в Мехико-Сити я не жила. Я говорю тебе про Кентана-Роо, про этот штат, потому что я здесь только уже 4 года, поэтому я не могу говорить про другие штаты. Я не жила в других штатах. Может, в других штатах по-другому. Мехико-Сити, конечно, это крупный мегаполис, там больше 20 миллионов жителей. Конечно, крупный мегаполис, там энергетика другая. Это вообще горы, и город находится как в котловане. Я не очень люблю этот город, ездить туда, потому что я не люблю шум, пробки. Ну, представьте, Москва, но это даже еще хлеще, чем Москва, потому что развязки, дороги, ты стоишь там, чтобы 20 минут проехать, 2 часа стоишь. Ну, как бы я такое не люблю, поэтому я сюда и приехала. Даже в Краснодаре пробки терпеть не могу. Здесь ты 10 километров проедешь за 10 минут. Ну, как бы. Даже, может, быстрее. Поэтому кто хочет, знаете, почувствовать, соединиться больше с природой, с Карибским морем, с вот этим вайбом карибским, да, с таким южным, welcome, здесь очень хорошо. Просто нужно понимать, это твоя или нет стихия. Некоторые люди любят холод, структурность, так четкость. Здесь этого нет. Даже вот я свой бизнес когда строила, я очень много работала с своими сотрудниками, чтобы научить их говорить слово «нет». В мексиканской культуре не заложено говорить «нет». Это не культурно, неправильно. Это у них в культурном коде заложено. Это стыдно. Я же их обучала в бизнесе. Ты должен говорить и ставить рамки конкретные, что вот сегодня я сделаю к такому-то времени, или сегодня я не смогу сделать, когда человек тебя просит. Когда что-то он тебе просит, да, твой клиент, как же ты ему не скажешь конкретную дату, либо он тебе говорит, ты сегодня сможешь мне сделать там ко стольки-то? Он говорит, да, но он же не сможет сделать на самом деле. Он говорит, что он сможет через 2 суток, допустим, это сделать. То есть вот эти все моменты, очень много таких было нюансов. И с мужем с моим тоже, кстати. И мы это много тоже проговаривали, я ему рассказывала. Наш менталитет российский, да, что мы все любим, чтобы четко было. Если ты сказал, держи слово, там, ля-ля-ля-ля, вот эти все. И это у них не про малодушие или там тщедушие, а про то, что уважение. То есть у них даже незнакомые люди, вот ты сейчас сегодня со мной шел, ты видел со мной, люди и с тобой здороваются. Они меня не знают, я их тоже не знаю. Они просто с тобой здороваются. Они тебя смотрят в глаза, то есть они говорят тебе этим самым, я тебя замечаю, я тебя вижу. То есть они даже идешь по пляжу, с тобой здороваться будут люди. Ну, как бы здесь чуть другая культура, другая ментальность, и к этому нужно привыкнуть. Ну, это, как сказать, к этому не привыкнуть, а не тащить, как я говорю, Краснодар. Я из Краснодара уехала, но Краснодар со мной сюда приехал. Да?
мой город. Деревня из девушки не уехала. Вот я все время, все эти 4 года пытаюсь эту деревню себя убирать и не навязывать здесь свои порядки в этой стране, потому что невозможно изменить всю культуру всех мексиканцев. Потому что я очень много вижу в чатах женских, как женщины ругаются на этих мексиканцев, как они там на них поливают их, что вот не приехал вовремя кондиционер, надо отремонтировать. Вот они сказали, вечером приедут, они не приехали, приедут там завтра или еще насчет чего-то. То есть у них нет вот этих вот приложений. Почему здесь Тинькофф так стал таким популярным? Потому что он сделал очень крутое легкое приложение, да, и ты можешь вообще все очень быстро переводить, деньги приходят все очень быстро. В Мексике же есть, но они допотопные, не обновленные, не такие, как у нас в России. То есть здесь нет автоматизированных процессов, здесь нет МФЦ-центров, то есть очень жуткая здесь бюрократия. То есть как у нас было, допустим, там 10 лет назад в России, да, то есть ты ходишь по всем этим инстанциям. То есть вот эти минусы, но опять же, это как на это смотреть? Может, это минус, а может, плюс, я не знаю, для кого как. Поэтому, как же, я бы не сказала, что Мексика отсталая страна, просто она на своем уровне развития находится. Вот я, допустим, работаю с Америкой, и с Канадой. У них точно так же деньги переводятся в банки, им сначала надо пойти к нотариусу, сделать разрешение, подписать документ, чтобы перевести деньги за границу. То есть это тоже, вот у нас только в России, мне кажется, Россия — это самая передовая страна по всем технологиям и по развитию. Москва, я так считаю. Да, в основном Москва. Ну и вообще, я жила тоже в Краснодаре, можно было на кнопку нажать, и тебе там привезли чупа-чупс, грубо говоря, там, или шоколадку бесплатно. Ты ее заказал, купил, тебе привезли на самокате. Все. Здесь, конечно, такого нет. Есть доставка, но не такая, как... Нету вот этой такой глобальной автоматизации. Более все такое простое, что ли, природное. Если вы едете за технологиями, за какими-то фишками, новинками, этого здесь нет. Здесь вот все про природу, про душевность, про отдых, про расслабленность, нет стресса. Вот такой вот вайб карибский. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.